Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Это короткий обзор вчерашнего дня. Получился просто какой-то день с приключениями и много дурацких просто ошибок я совершал вчера. И это могло стоить дня, и можно было нормально потерять, но в итоге я сделал $1000. Видите, тьма сделать за вчерашний день. NASDAQ, золото, NASDAQ, золото, NASDAQ, золото. Достаточно большие вчера были объемы, но начало, первые сделки, которые у меня были, это были сделки по золоту, и 3 трейда подряд, что бывает крайне редко, это лоссы. И если посмотреть на эти сделки, в здравом уме такие сделки точно не приходят в голову и не встречаются у меня. Но качество трейдов очень низкое. И сегодня я вам расскажу, что это были за сделки, как я потом перестроился и как в итоге вышел на профит $1000. И вот первая сделка. Если вот так посмотреть на график, все в порядке. Да? Мы пробили уровень. Для тех, кто у меня обучается, вы прекрасно знаете этот сигнал. Да, пробой уровня, buy 1790. Но что интересно, если вы смотрели предыдущий ролик, я много времени посвящал, как и в закрытом чате, обстоятельствам. То есть тупо купить здесь, не посмотрев на контекст, то есть на уровне, где цена находится относительно своих экстримов, да, дня, вчерашнего дня, или там пятничной торговой сессии, это было бы странно. Я обычно перед началом торгов смотрю всегда на рынок, смотрю, где уровни, но в этот раз я открыл график, увидел сделку, первая сделка за неделю, вот как раз здесь, вчера понедельник, и сразу buy. Вот как пить дать все такие сделки, которые импульсивные, быстрые, скорее, они чаще лоссы. Но вот такое со мной произошло, но бывает, это нормально. И если посмотреть налево здесь, давайте чуть старше таймфрейм, я сейчас сюда горизонтальную линию так поставлю, на точку входа и уменьшу график. Мы увидим, что buy состоялся прямо напротив структуры. Понимаете, в чем дело? Дело даже не в самом лоссе, что я получил лосс. Я к этому абсолютно нормально отношусь, как и любой другой трейдер, который серьезен, да, скажем так, по отношению к своему делу. Это часть нашего бизнеса. Но когда такие лоссы, из таких ситуаций, это, конечно, сильно бьет по, скажем так, по уверенности. Думаешь, как так ты можешь торговать, Аркадий? Бай на экстриме. Посмотри налево. Я не посмотрел налево. Вот в чем дело. Я сразу зашел в сделку без каких-то подготовительных мероприятий, и за это был тут же наказан лоссом. Ладно, на этом не закончилось. Здесь минус $200. Окей, думаю, мелочь, ничего страшного, сейчас все будет. Но долго не думаю, я покупаю здесь. Да, мы видим здесь TC Buy. Но где TC Buy? Смотри налево, уровень, поддержка. До уровня-то мы не дошли. Нет теста уровня, Аркадий. У тебя нет ни одного условия. Тренд-фильтр красный. Стоп ишачий, тейк здесь. Какого... спрашивается, ты здесь ходишь. Посмотрите на эту сделку. У меня такие тоже бывают трейды, не только все четкие, идеальные, выверенные. Но бывает, и на самом деле у меня очень часто после выходных. Вот если выходные проходят, эти 2 дня, и я какой-то в первые такой какой-то вообще непонятный, мне нужно вкатиться, что ли, в рынок. И наверное, это определенная дань, да, которую я плачу своему, может быть, торговому демону, не знаю, на неделю так ему даю, все, на тебе. И все, и дальше торгую нормально. Так получилось. Абсолютно ненужный трейд, вообще не то, что даже не по правилам, в нормальном состоянии никогда не возьму этот трейд. Но есть один большой плюс всей этой истории в том, что я торгую и торговал одной позицией. Вот если вы вспомните, раньше у меня в рынке постоянно было 2 позиции. Вот здесь есть такая опция в советнике торговать 2 позициями. Если я нажму True, то при нажатии Buy Sell будут открываться 2 ордера, то есть суммарно 1%, да, 0,5
на сделку, и того 1%. Да? То есть вот если вот эти лоссы 3, это 2 раза можно, 3 лосса, потому что здесь еще был небольшой, в 2 раза можно умножать. Но с некоторого времени я использую одну позицию, и она вот как раз меня защищает от таких вот ситуаций, когда я, может быть, тороплюсь, может быть, не точно вхожу. И когда я вхожу одной позиции, потом вижу подтверждение, еще доливаю. Да? То есть не сразу иду по крупному, а потихоньку увеличиваю объем, когда вижу, что моя позиция, рынок подтверждает, да, мою идею или мой сигнал, и тогда я захожу еще. И вот что мне позволило как раз закрыть этот лосс и сделать 1000 баксов. Мы сейчас перейдем к другому моему инструменту, индексу NASDAQ, и увидим там эти истории. Так вот, мы видим буквально за какие-то, за час, наверное, да, почти 500 баксов. 200 здесь, 200 здесь, я округляю, там 198 где-то. И где-то полтинник здесь. Здесь вообще ужас. Здесь уже зов последней надежды, я не знаю, что это. Когда продаешь здесь без сигнала, здесь вообще сигнала нет. Даже не пахнет сигналом. Но вот мой стоп, кстати, здесь, вот здесь. И я в какой-то момент, вот меня переклинило. Что делаешь? Совсем что? Приди в себя. На тебе по харе, да, и все, и как-то вот меня переклинило, да, я стал лучше торговать. Почему я такой обзор записываю, трейдер, вот без такого, вот, знаете, как там, ой, здесь я зашел, в таком более лайтовом ключе, потому что, это весело, с одной стороны, потому что ты никогда не знаешь, какой день такой, с тобой может произойти. Это, наверное, вот первый день такой, или, может быть, второй день за последний месяц, когда я вот как-то начинаю что-то суетливо, как-то дерганно и так далее. Да. Разные факторы могут на это влиять, и я не отношусь к этому серьезно. Вот в чем дело, потому что это частная ситуация, это не постоянная ситуация. Это не повод что-то менять, задумываться о чем-то вообще. Совершенно. Даже если 2 дня подряд таких будет. Потому что у меня за плечами годы, да, уже работы внутри дня, и сколько таких было периодов, там, или дней, когда что-то шло не так, но потом в тот же день выправлялось. Так что это никак ни на что совершенно не влияет. Наоборот, это в какой-то мере забавляет, даже когда ты сам, какой-то, может быть, даже и осознанно загоняешь себя в задницу, а потом героически из нее выходишь, я не знаю. Вот что-то в этом есть, и я не пытаюсь этому противиться. Происходит, да. Но что я могу сделать и на что я могу повлиять, это сократить свой риск. Вот что я в последнее время делаю. Сначала сокращаю риск, то есть иду небольшой позиции в сделку. Не сразу, а хапкой. Небольшой, да, бывают сделки идеальные, но особенно в понедельник, в начале торговой сессии. И если на рынке нет каких-то сильных движений, лучше поскромнее действовать. И то, что я делал. В общем, 3 лосса подряд за час. Я говорю, нормально. Но потом пришла тяжелая артиллерия. Тяжелейшая артиллерия в виде индекса NASDAQ и гигантского медвежьего рынка. Посмотрите на него, какой вчера был моментум. Начиная вот отсюда. Первый — это сигнал для торговли на коррекциях из системы Scalping Trader. Здесь я не входил, потому что еще премаркет, да, мы видим. И рынок вообще, что это за график. И тут же, на открытии, естественно, ничего удивительного, NASDAQ расширяется. Бам! Вот это я называю скорость изменения цены. За сколько здесь? 10 минут. 100 пунктов за 10 минут. И когда я вижу такую скорость изменения цены, все, у меня глаза на лоб, я понимаю, что 80-90% вероятность, что я заработаю деньги. Потому что в таком рынке делать деньги легко. И я обожаю вот эти скоростные рынки, когда они очень быстрые, потому что это прибыльные рынки. Там много трейдеров, там много денег, там четкие движения, там нет шума, как многие могут подумать. На самом деле в волатильных рынках нет шума, в трендовых точнее, трендовых и волатильных. Шума много в боковиках, особенно если он не волатильный. А в таких рынках нет шума, потому что все достаточно определенно.
И первая сделка. Я здесь планировал sell, но тоже был осторожен, потому что рынок сонный. Почему планировал? Потому что мы пробили как раз здесь минимум паттерна. Да, минимум, видите, свечи, TC buy. Обычно это сильный трейд, тренд-фильтр стал красным. Не так много времени прошло между красным тренд-фильтром и пробоем. Я смотрел, но смотрю, время уже открытия. Через 7 минут, да, 5:30 Москвы. И после 3 лоссов, все-таки ты по-другому чуть себя чувствуешь. Я думаю, пусть волатильность, если она будет, вспыхнет, а потом я буду работать, да, здесь я подключусь. И вот она вспыхнула в моменте, такой бам! Потом рынок немножко зафлетил. Здесь был пробой зеленого, не было входа. Почему? Потому что я уже пришел в себя, я оценил контекст, и действительно здесь невыгодно. Почему? Потому что если я здесь целю, мой стоп в идеале должен быть здесь. Это 80 пунктов, это огромный стоп. Ты че, Аркадий, какой 80 пунктов стоп по NASDAQ? Ты же ищешь лучшие точки входа. Да. Но если я здесь продаю, я должен ориентироваться на то, что рынок легко может скорректироваться. Да? И если здесь стоп, то все в порядке. Ладно, не это так важно, как потом сигналы, которые пошли. PB-sell, boom sell. Одно из наших правил, если цена пробила зеленый и у нас не было входа, то первый откат к желтому. Сигнал sell, boom profit, вхожу возле S1. То есть если мы продаем от середины, либо от этого зеленого, то первый тест или первый подход к следующему зеленому, вот этому S1, это сигнал на взятие профитов. Затем рынок здесь топчется, никаких покупок. Да, мне вообще здесь нельзя покупать было в тот день, вчера. Почему? Потому что форы не было никакой, да, надо было работать с лоссом. Да. Ну, точнее, его отработать. Вот. Это большая сделка, большой здесь профит. Да. Сразу 80%. Даже больше я закрыл с одного трейда. Потом мы видим снова PB-sell. Вот он, шорт-сигнал. Естественно, я смотрю, что здесь слева паттерн. Немножко торможу, буквально минуту-другую. Нажимаю sell, boom. Продаю здесь. Беру тейк здесь. Тоже ишачий тейк, да, по отношению к стопу. Тоже тейк возле уровня следующего. Это уровень range trader S2. И потом... Когда я увидел эту ситуацию вчера, мы знаем с трейдерами, что если цена тестирует уровень S2, внимание, вот сюда, и там есть TC buy сигнал, и слева есть уровень поддержки. Если я поставлю горизонтальную линию, мы прям тикнули уровень поддержки. Давайте посмотрим. Посмотрите сюда, слева. Поддержка, здесь куча уровней. Посмотрите на этот уровень. Идеально. Еще выше возьмем таймфрейм, чтобы вы видели. Вот он. Вот он. Минимум, после которого рынок просто летел, как пушка отсюда. Ага. Возвращаемся. И четкий тест. Причем я покупаю еще до теста, но вероятность была чудовищная, там были еще аргументы. 80% вероятность, что здесь я сделаю деньги, исходя из моделирования, тестирования. Buy здесь, потом появляется TC buy, я еще добавляю. Беру здесь профиты. Потом рынок взлетает дальше. TC sell, слабая вершина. Тренд-фильтр красный, еще sell, профит. Потом одно из наших правил для тех, кто обучается. Пробой середины паттерна. Вот здесь, вот он паттерн, вот его середка, пробили. Первая коррекция 60% sell. Я здесь продаю sell, sell, 2 позиции. Здесь 2 позиции. Профит, профит. Потом здесь, это уже так, отголоски, я достаточно долго торговал, но пришел в себя вот именно психологически, я ближе вот к этому отрезку, потому что я понимал, что я не то что не способен сделать деньги в какой-то момент времени, но мои кондиции недостаточно моих кондиций, чтобы эти деньги сделать, и нужно там, минут 20-30, чтобы перезагрузиться, перенастроиться, уточнить прицел свой, и это сработало. Почему это сработало? Потому что работало, работает и будет работать. Это не первый случай, таких случаев достаточно много у меня. Можно было еще здесь кучу денег сделать, но задача была сделать
да, профит, причем мы видим эти PB-buy сигналы, PB-sell, да, коррекция sell, да, ну я торговал выше, да, потому что меня интересовала более высокая точка, но здесь мы видим все равно четкий вход, куча сигналов, да, и здесь мы видим как раз пример разных систем. Это система PB-buy, PB-sell, система Scalping Trader, у нас торгует робот этот сигнал, также, да, так как мы можем и вручную его торговать. Мы видим сигналы на пробой уровня Range Trader, пробили. Что там творится? Алерты кричат, время-то утро. Пробили поддержку, откат к желтому. Да, то есть совокупность вот этих условий, когда мы их миксуем с трейдерами, то тогда получаем самые сильные, самые лучшие точки для входа в рынок. И вот такой вчера был день. Посмотрим, как сегодня пойдут торги в чате с трейдерами, а вы подключайтесь. Используйте подарочный купон, который мы для вас приготовили, который дает возможность на самых выгодных условиях к нам подключиться. Ссылка под этим видео. Осталось уже, если я не ошибаюсь, 10 купонов, и скоро мы закроем наш оффер. Все, пока и до следующих тренингов.